Ведь аскеза это про что? Это в первую очередь про энергию, понимаете? Когда мы чего-то не получаем в жизни, это говорит о том, что в первую очередь либо мы сильно растратили свою энергию, либо мы ее имеем, но распылили не туда, куда нужно. Аскеза должна браться, то есть какие-то ограничения, исключительно то, что касается лично вас и никак не навредит, то есть экологически вымеренные, то есть никак не навредит другим людям. Нет, мои дорогие, аскеза – это закрыть все крайние утечки вашей энергии. И вот сила начинает к вам возвращаться. Ведической точки зрения, с религиозной контексте, да, но там, если вы изучаете ведические тексты, там и посыл аскезы другой, понимаете, не социальный благ каких-то там, да, или не решение каких-то своих. Там мудрецы, жрецы брали аскезы на всю жизнь, на тысячелетия, даже на поколения, да, определенно с целью получения дара для себя, для своего рода. Возвращаясь к тому моменту, когда я вам говорила, задавала этот вопрос, как говорится, в студию, да, почему у нас происходит такая ситуация, чем благополучнее мы живем, тем больше в обществе вообще потребность, тем больше людей ментально больны, да, то есть обращаются больше к помощи, за спасению своей души, потому что больше и больше тратится энергия на что? Ну, давайте будем честны, даже вот на этот эфир, да, это энергия. Но хорошо, если вы от этой энергии получите плюс, да, то есть получите знания. Сколько энергии вы тратите для того, чтобы просто вот поискать, найти способы в жизни, как вам выйти из той жизненной ситуации? Сколько вы тратите энергии для того, чтобы просто листая ленту Инстаграма, сколько вы получаете информации, смотря, допустим, телевизор, в компьютере, информация на радио, пока вы едете, допустим, до работы, да, у вас работает радио, вы получаете эту информацию. Раньше, 50, 60, 70 лет тому назад, этого всего не было. Да? Человек был намного, жил в более в ритме спокойной жизни. Хорошо, вопрос в студию. А вы заметили, как время сейчас очень быстро бежит? Вот оно настолько быстро бежит. Тому, кому сейчас после 40, вот сейчас лет, кто здесь в эфире, да, там кому 40, 50 и выше лет, вы должны еще помнить это время, когда время было так время, да. Сейчас, когда мы имеем цифровой век, время бежит настолько быстро, что мы не успели еще друг друга поздравить с Новым годом, мы уже все отдыхаем и шлем друг другу фотографии с летнего отдыха. Понимаете? Время ускорилось как на физическом уровне, так и на ментальном уровне, потому что это, к сожалению, вот обратная сторона прогресса. Я почему, допустим, иногда люблю уезжать очень сильно в Гималаи, потому что мне кажется, что это вообще единственное место на Земле, где еще время остается временем, где оно замедляется, и вы себя еще чувствуете, что вы живете, вы находитесь в этом моменте. Аскеза, еще раз повторюсь, это тогда, когда вернуться к самой себе, к своему кувшинчику энергетическому, наполнить его. То есть вы себя растратили, вот вы живете, как живете, да, то есть бесконтрольно. То есть идет жизнь и идет. И вы, соответственно, на любое действие, даже вставая рано утром, пить чашку кофе, это энергия. Понимаете? Все, что мы в жизни делаем, это энергия. И мы не замечаем, не обращаем внимания на то, что она расходуется. И, соответственно, когда мы становимся старше, вот этого лимит, он у нас заканчивается. Как на физическом уровне это чувствуем, что то, что вы могли сделать 20 лет, там, как заряженная батарейка, там, да, бегать, вам уже в 40 крайне тяжело быть в таком состоянии. То есть все, лимит заканчивается энергетически, и нужно, безусловно, его пополнять. Так вот, аскеза – это как раз такое осознанное ограничение, в удовольствие, понимаете. Вот именно современный социальный человек аскезу должен, ну вот сейчас я себя ограничил, вот я ограничу, а потом как я получу, как получу. Нет, вы должны идти к этому с радостью, с удовольствием. А те люди, которые мало практиковали или неосознанно это практикуют, или не совсем понимают природу аскезы, я всегда говорю, лучше вы сейчас делаете на 3, чем на 5 никогда. Да? То есть по чуть-чуть,
по чуть-чуть вот это вот дозированное состояние, которое вы должны контролировать. То есть не надо вот этих вот маниакальных каких-то вещей, беру аскезу на 9 месяцев там и пошло, и поехало. Поэтому насильственные действия никогда не ведут к правильной аскезе. Об аскезе мы знаем уже более 5000 лет из источников, да, ведических. Поэтому, понимаете, этот опыт 5000-летний как минимум, я думаю, уже сам о себе говорит о том, что он работает для человека как вот очень важный инструмент, чтобы вернуть себе счастье, вернуть себе энергию здесь и сейчас. Да, вот это вот свое состояние, когда вы сами принимаете решение, куда это уходит энергия. Запомните еще очень важное. Аскеза – это не лишить себя чего-то, а наоборот создать внутреннюю мощность, чтобы что-то реализовать очень важное в своей жизни. Современный человек аскезу берет в первую очередь люди, которые боятся, которые не умеют еще с этой энергией работать. Я всегда говорю, научитесь хотя бы 21 день. Это просто психологическая практика. Да? Всем она уже давно известна. 21 день – это закрепление привычки, навыка. Вот когда-то растрачивать свою энергию вы также бессознательно тоже научились. И поверьте, не больше, чем за 21 день. Просто вот вы взяли и вот листаете ленту Инстаграма и листаете, листаете, листаете. Вот как он появился, вот так вот мы его и листаем. Да, условно говоря. ТикТок как смотрим, так и смотрим. То есть никто нам не говорил, возьми аскезу и давай научись растрачивать вот эту вот энергию вот на все вот на это. Нет, это все происходит бессознательно. Помните, 21 день, 3 месяца, полгода и 9 месяцев. Все, кто вам будет говорить, что там на год, на 2, на 3, это все от лукавого. Современный человек, который живет в социуме, это вот те промежутки времени, которые не более этого времени вы можете взять аскезу. Какие бывают формы отказа? Вот мы сейчас проговорим с вами про современные формы отказа. Да? Вот, например, физический отказ от чего-то. Вот я уже вам говорила, допустим, сейчас будете, может быть, улыбаться и смеяться, но для меня самое сложное, вот если я говорю об физическом отказе, не поверите, для меня сложно отказаться от сладкого. Понимаете, вот как это не смешно звучало, да? Вот скажи это человеку столетнего там давности, да, отказаться от сладкого, он даже бы не понял, что это за ограничение, что это за аскеза, это какой-то детский сад для него был бы, понимаете? Потому что пищевые привычки тогда были еще 50-70 лет совсем другие. Мы сейчас настолько сильно подсели на пищевую индустрию, да, настолько изменили свои вкусовые рецепторы, что полностью стали от них зависимы. То есть вот сейчас таких зависимых сладкоежек еще 50-100 лет тому назад людей не было. Понимаете? А сейчас это прям вот надо аскезу взять, потому что зависимость к сахару, она наркотическая, она реально не только организм разрушает наш, да, но и психическую ментальность. Поэтому мы всегда все свои неудачи хотим сладеньким закушать, понимаете? И это вот, ну, это прям серьезная такая проблема. От сахара, от кофеманов зависимости, ну, алкоголь, сами понимаете, да, то есть там переедание. Да, вот вообще все, что касается, можно иронизировать сколько угодно, но все, что касается пищевых привычек, это прям серьезная аскеза. Информационный, социальный детокс, ограничение экрана. Честно хочу вам сказать, что, наверное, это тоже очень сложный вызов и зависимость. Попробуйте вот после этого эфира 21 день не заходить в Телеграм. Эмоциональное. Это практика удержания. Отказ от реактивности и даже от медитации. Представляете, какой парадокс, да? Вот. Эмоциональная практика удержания. Что это значит, на ваш взгляд? Как вы думаете? Да? То есть это, допустим, перестать общаться с неудобными людьми, которые вот найти способ, чтобы не общаться с ними, да, изолировать себя от тех людей, которые вы, допустим, вынуждены общаться по каким-то обстоятельствам, но вот вы решили высвободить эту энергию, которая уходит у вас на эти неприятные отношения, да, чтобы ее, допустим, перенаправить куда-то в другое место энергию. Духовный внутренний. Это когда идет речь молчания.
Это не випассана, конечно же, в классическом виде, да, но когда вы себя начинаете контролировать, например, в разговорах о том, что вы больше слушаете этот мир и людей, чем нежели вообще произносите даже звуки, да. И удача ваша будет заключаться в том, что люди будут потихонечку обращать внимание, то, что в поведении что-то меняется. Вы становитесь, вам будут говорить, какой-то задумчивый, молчаливый человек и так далее. А вы сохраняете, потому что вот то, что сейчас делаю, вот разговариваю, это энергия. Понимаете? Как взять аскезу, практику? В первую очередь вы должны сформировать цель. И вот тут стоп. Это самая главная проблема. Это будет актуально. Человек, практически многие люди не умеют формироваться. И это главная проблема не только для аскеза, вообще по жизни. Просто попрактикуйте для начала такие небольшие вещи, да, в своей жизни, для того, чтобы понимать, в какую глубину вы пойдете в аскезу. И вот тут важна правильная формулировка. Я беру аскезу для того, чтобы высвободить энергию и направить ее на свою цель. Это надо обязательно записать, прописать эту цель и поставить дату. И вас мысль должна греть о том, что вы возвращаете себе через аскезу свою энергию. Аскеза, она способна вас сделать живым. То есть, вот знаете, есть разница между существую и живу, да? Вот когда человек в аскезе, он живет. Он живет, он даже получает удовольствие нахождения в аскезе. Он каждым днем собой гордится. То, что мы отрицаем, это то, что как раз нам нужно. Понимаете? Там, где больно, туда мы и идем. Если для вас сейчас что-то очень сложно, я вообще человек против насильственных методов. Потому что я считаю, что не надо никакого насилия даже в аскезе. Мы с вами, еще раз повторяю, современные люди в 21 веке. Да? А аскеза насильственная, она может принести и обратный эффект, как вот было в самом начале. Бывает ли обратка? Бывает. Потому что для аскезы важно ваше намерение. Вот намерение важно, понимаете? Кто-то может, кто-то нет. И это надо уважать. Это выбор каждого человека. Просто вы всегда должны знать, что если вам чего-то тяжело отказаться, всегда знайте, что отказавшись от этого, вы получите в 10 раз больше. В 10 раз больше, понимаете? Аскеза, она направлена, еще раз повторяю, на то, чтобы сделать вас счастливым человеком. Понимаете? Вернуть вам эту энергию. Я говорила, самое сложное человеку – это определиться с целью в этой жизни. Понимаете? Многие беды у людей только от того, что они вообще не знают цели своей жизни.